kız sana iyi gelmiyor, anlamıyor musun? Beni kör kuyulara da atsanız oradan çıkıp Aslı'nın yanına gideceğim. Bakma bizim de normalimiz bu değil mi? Aras başını belaya sokar. Metin annesinin zoruyla Aras'ı kurtarır. Metin senin abin. Tabii ki kurtaracak. Abi tabii. Ya insan çocuğunu bunu yapar mı ya? O deli kadından seni uzak tutmam için verdiler. Madem çocuklarına kazık atacak kadar gözünü kararttın, herkesin istediği olsun. Ay bir de anne olacak. Annemin paradan, puldan etkilenmesi maalesef bana aktaramadığı bir özelliği. O yüzden lütfen ailemden herhangi birini parayla satın almaya çalışmayın. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Продолжит ли Рейхан видеться со Слей, несмотря на все усилия Фиген? Что предпримет Фиген, когда не сможет помешать ни Рейхан, ни ее сыну Арасу видеться со Слей? Объединятся ли Арас и Рейхан в борьбе со Слей? Что является причиной напряжения между Арасом и его братом Метином? Станет ли Рейхан связующим звеном между своими зятьями, Арасом и Метином, и поможет ли им наладить отношения? Позволит ли Аслы ей приехать к ним, когда узнает о предательстве своей матери, Хюльи? Что предпримет Хюлья, когда ее парень Акан обманет ее? Как отреагирует Аслы, когда ее мать, Хюлья, заберет у нее деньги за дом, отдаст их Фиген и предупредит ее, чтобы та больше не обращалась к семье по поводу денег? Станут ли Рейхан и Аслы со временем еще более привязчивыми? Сможет ли Арас помешать Мурату найти и убить Акана из-за его матери? Не выстрелит ли Арас случайно Араса, пытаясь остановить Мурата? В новой серии события изменятся настолько кардинально, что ничто уже не будет прежним. Аслы снова окажется в центре событий, но тайный гнев и обида в сердцах всех, кто ее окружает, начнут выходить наружу один за другим. Начнем с Рейхан Ханем. Что бы она ни делала, что бы ни обещала, она не сможет оторваться от Аслы. Сколько бы давления ни оказывала Фиген Ханем, Рейхан не сможет заглушить свою тоску по матери. Боль дочери, которую она потеряла много лет назад, отразится на лице Аслы, возродится в ее глазах. Поэтому она тайком подойдет к Аслы, погладит ее волосы, послушает биение ее сердца и скажет ей: «Ты не одна». Эта связь со временем будет крепнуть, и Аслы почувствует себя в объятиях Рейхан, словно воссоединившейся с матерью. Эта близость еще больше разожжет ревность Мирьем и приведет к краху власти Фиген. Фиген станет еще более ожесточенной, видя, как ускользает ее контроль. Она попытается остановить это сначала словами, затем запретами, но не сможет остановить ни Рейхан, ни Араса. Оба решительно объединятся ради Аслы. Этот союз станет для Фиген самым большим разочарованием, ведь до сих пор именно она руководила и сыном, и свекровью. Теряя контроль, она будет вынуждена оттолкнуть Аслы от дома или даже, если потребуется, увидеть в ее присутствии угрозу и принять еще более радикальные решения. Но именно в этот момент Арас и Рейхан выступят против нее. В доме начнется невидимая война. Напряжение между Арасом и его братом Метином также станет критическим. Метин использует интерес Араса к Аслы как оправдание, но настоящая проблема – ревность. Хотя он всегда считал, что несет ответственность за дом, претензия Араса на сердце Аслы и право голоса в доме будет беспокоить Метина. Между братом и сестрой разразится серьезный расчет. Арас пойдет на все ради своей любви, а Метин попытается загнать брата в угол под предлогом поддержания порядка. В этот момент Рейхан снова вмешается. Она попытается построить мост между братом и сестрой, чтобы конфликт не разрушил семью. Но, как и любой мост, этот будет время от времени шататься, иногда даже достигая точки невозврата. Для Аслы все станет еще сложнее. Она будет убита горем, узнав, как ее мать Хюлья бросила их из-за Акана и как она своими руками нарушила их привычный уклад. Она жаждет вернуть мать, о которой так мечтает, но чем чаще она ее видит, тем сильнее растет ее разочарование. Особенно когда выяснится, что Акан обманул Хюлью, Аслы будет вынуждена признать, что ее матери больше нельзя доверять. В этот момент Аслы станет очень резкой. Она будет противостоять матери, говоря ей: «Не приближайся к моей семье с деньгами», и даже заберет оставшиеся деньги и отдаст Фиген. Эта сцена продемонстрирует как зрелость Аслы, так и ее нежелание легко сдаваться. Для Хюльи это станет самым тяжелым ударом, ведь в глазах дочери она опустится до самого дна.
Тем временем Хюлье переживет глубокий внутренний срыв. Из-за обмана Акана она останется ни с чем. Вина за то, что бросила детей много лет назад, станет еще тяжелее. Она будет терзать себя вопросом, что я натворила, но будет слишком поздно. Одиночество и сожаление лягут тяжким бременем на плечи Хюльи, разрывая ее на части. Однако история Мурата создаст совершенно иную атмосферу. Его гнев будет усиливаться, когда он узнает о том, что сделали с его матерью. Жгучее желание мести будет расти с каждым днем. Он будет полон решимости найти и убить Акана. Эта жажда мести ослепит его, доведя до безумия. И вот тут-то вмешается Арас. Он попытается остановить Мурата, предупредив его: если ты пойдешь по этому пути, твоя жизнь окончена. Но гнев Мурата ослепит его. Он схватит пистолет и бросится на Акана. Когда Арас попытается остановить его, завязывается драка. Пистолет выстрелит, и сердце всех замирает в шоке. Если эта пуля попадет в Араса, жизнь ослы перевернется с ног на голову. Ведь пока его сердце борется с болезнью, с Арасом случится беда, которая лишит его воли к жизни. Если пуля случайно попадет в руки Мурата, Арас переживет один из самых драматичных поворотов в истории. На фоне всего этого связь между Ослы и Арасом станет еще крепче. В присутствии Араса Ослы почувствует, как ее сердце реже бьется, и начнет доверять ему. Арас же больше не сможет отрицать свою любовь к Ослы. Он разделит с ней боль смерти Мелике и изольет на нее душу. Эта тайна еще больше сблизит их. Расстояние между ними будет сокращаться с каждым днем, но семейные раздоры, гнев Мурата и постоянные ошибки Хюльи станут главными препятствиями на пути к этой любви. Итак, в новой серии сердца каждого будут биться по разным причинам. Ослы будет биться за любовь, Рейхан за совесть, Фиген за авторитет, Метин за ревность, Хюлье за раскаяние, а Мурат за месть. И когда эти колебания соединятся, разразится мощная буря. Равновесие в доме будет полностью нарушено, каждый будет действовать по велению своего сердца, но когда эти голосы смешаются, наступит полный хаос. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.